Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Сегодня шьем из маленьких кусочков ткани размером 6 на 6 сантиметров. Все эти ткани вы видели в предыдущих проектах. А это уже отходы от отходов. Все, что мельче, идет на пиццу. Самый интересный способ работы – это техника акварель. Из маленьких квадратиков соберем плавный переход от темно-синего к светлому через красное и зеленое. Представим, что у нас в руках прекрасный букет цветов. И потихоньку начинаем выкладывать рисунок. Для такой работы прекрасно подойдут ткани с крупным рисунком. Ведь можно красиво обыграть какую-нибудь веточку или цветочек. Но работаем с тем, что есть. Картинки удобно собирать на плотных листах картона. Количество деталей можно сделать любым, но у меня раскладка 5 на 5 штук. Сами понимаете, что каждый блок получается единственный и неповторимый. Самое интересное, что мне всегда казалось, что это очень сложно, красиво подобрать лоскутки. Но все гениальное просто. Главный девиз лоскутниц «Я художник, я так вижу». Запомните, все обычно делают косяки, а потом объявляют это стилем, чтобы не переделывать. Когда мы довольны раскладкой, переходим к сшиванию деталей, а потом соединяем уже 2 отшитые гирлянды. Цвет ниток берем нейтральный, светло-серый. Шьем гирляндой. Нитки лишний раз не обрываем. Учимся работать быстро, рационально и аккуратно. Делаем это самым рациональным способом. Сначала сшиваем последовательно все детали из первой и второй колонки, потом из третьей и четвертой. Смотрите, все квадратики держатся на нитках, на соединительных швах. Сейчас надо все тщательно расправить и проутюжить с паром. Остается только сделать соединительные швы. При работе за швейной машинкой в местах соединения деталей припуски направляем в разные стороны, чтобы не было лишних утолщений. А так как мы шили гирляндой, нитки не обрывали, то все уголочки сойдутся автоматически. После этого тщательно проутюжим заготовки. И смотрите, какие интересные блоки у нас получились. Из них можно составить самые разные композиции. Один из вариантов – сделать светлую середину. Или наоборот, собрать в центре все темные ткани. Поперекладывайте, попробуйте разные варианты. Мне больше понравился светлый вариант. Остановимся на нем. Сошьем вместе все 4 блока. Сначала одним вертикальным швом, потом расправим детали и сделаем горизонтальное соединение. А вот теперь уже можно полюбоваться получившимся результатом. У меня это просто импровизация. Все собирала методом научного тыка. Для тех, кто не знает, напоминаю, что тык и мык – это великие древнерусские ученые. Их методом до сих пор пользуются люди во всем мире. Сначала они работали вместе, а потом к ним присоединился талантливый самоучка как-то так. А уже после этого они все вместе основали корпорацию «Так и надо». Знаете, девочки, всегда вспоминаю один случай. Как-то раз меня отец спросил, что тебе подарить на день рождения. Я задумалась, что б такое попросить. А отец быстро добавил, ну хорошо, ты еще годик подумай. Шутник. Вот и я также. Над этой заготовкой думала почти год. Размер 46 на 46 сантиметров. Хочется придумать продолжение. И хочется сияющую середину сделать не по центру, а немного вбок. Как будто луч света проникает откуда-то сверху и сбоку и высвечивает яркие цветы. А часть красоты остается в тени, и мы о ней только догадываемся. Сначала сделаем несколько рядов с левой стороны. В дальних углах будут ткани с самым темным фоном. Ближе к середине выкладываем светлые ткани. Как сшивать, соединять я уже показывала и рассказывала. Действуем точно так же. Сначала маленькие детали собираем вместе в большой блок, затем сшиваем 2 большие части.
Точно так же увеличиваем деталь снизу. Каждой картинке необходима рама, поэтому сначала обошьем заготовку полосками темной ткани шириной 5 см, затем полосками светлой и завершающий штрих – бордюр шириной 15 см. Так уже размер приближается к размеру детского одеяла 100 на 115 см. Мне хочется сделать легкое летнее покрывало, поэтому для обратной стороны возьмем термостежку. Термостежку выкраиваем немного больше лоскутного верха. Все тщательно расправляем и скалываем английскими булавками для квилтинга. Они изогнутой формы. Стежку будем делать самую простую, в шов. Для работы рекомендую использовать декоративный шов зигзаг в 3 прокола, он же трикотажный шов. Так легче прошивать толстые ткани и не будет заломов и наплывов. Готовое простеганное полотно подравниваем, отрезаем лишнюю ткань и делаем окантовку. Обшиваем полоской ткани шириной 4 см. Сначала пришиваем с лицевой стороны, потом отгибаем на изнаночную сторону и прошиваем. И готово прекрасное панно или детское покрывало. Луч света в темном царстве. Красота! Вздохнуть и не дышать, не дышать, не дышать. Выносите. Следующий. Дорогие девочки, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. Ставьте классы, пишите комментарии. Обязательно подпишитесь на все мои группы ВКонтакте, в Одноклассниках, на Рутубе. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. Всем пока-пока и до скорых встреч. С вами была Полина.